Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Сегодня у нас будет 4-я часть интересной темы под названием «Диалоги о сознании Таро» как экспериментальная техника, экспериментальный инструмент для познания себя, своей жизни, того, что у вас есть, того, что может быть, того, что вы делаете. В прошлый раз, в последнем видео, мы говорили с вами о том, как именно с точки зрения Таро ваши мысли, ваши намерения влияют на вашу жизнь. В описании к видео будут прикреплены ссылки на первые ролики. Если вы вдруг их не видели, обязательно посмотрите. А сегодня мы будем говорить с вами о настоящем. И будем не просто говорить, а так и проведем эксперимент с трансгрессией. Я вам покажу одну удивительную штуку. Если вам понравится, пишите в контакты, указанные в описании к этому видео, и записывайтесь на индивидуальную сессию. Там мы будем работать уже конкретно с какими-то вашими запросами или просто поисследуем ваше пространство без запроса. Здесь я покажу только кусочек, который можно использовать в формате общего расклада, если так можно выразиться, общей такой трансгрессии. Для того, чтобы вам было понятно вообще в принципе, что еще мы можем делать с Таро, кроме как различные предсказания, гадания, анализ, исследования текущих ситуаций. И сегодня в этой сессии трансгрессии мы узнаем кое-что интересное о вашем настоящем, которое стало для вас очень важным этапом. И именно из-за этого этапа, из-за этого кусочка своего настоящего вы сейчас оказались здесь, где вы есть. Как мы будем работать? Вы можете просто смотреть видео. Но будет очень круто, если вы будете не смотреть видео, а слушать его. То есть сначала займете какую-то удобную для себя позу. Можете сесть, можете лечь, можете прилечь, не знаю, свернуться калачиком, как вам удобно. Максимально изолировать себя от любых посторонних звуков, шумов, выключить уведомления в своем телефоне, близких попросить не беспокоить вас, пока вы не освободитесь. Закрыть глаза, отдаться звукам моего голоса, отдаться своим ощущениям телесным, визуальным. И полностью погрузиться в свои эмоции. Эмоции в какие-то картинки, в какие-то ситуации, которые будут приходить вам на ум. Какую роль в трансгрессии в нашей жизни вообще играют наши эмоции и наше состояние? Ваши эмоции любые, положительные или негативные, так или иначе формируют вашу жизнь, потому что формируют ваши желания. Желания у вас бывают разные. Бывают желания хорошие, бывают желания плохие. Бывают желания, которые направлены на удовлетворение каких-то материальных потребностей или потребностей вашего эго. Допустим, хочу купить машину, хочу купить квартиру, или хочу стать большим начальником, или хочу, чтобы у меня был мужчина лучше, чем у других женщин, или женщина лучше, чем у других мужчин, или хочу быть значительным. А есть такие желания, которые не связаны с материей. Хочу быть здоровым, хочу быть красивым, хочу отомстить кому-то, хочу, чтобы кто-то пожалел о содеянном и так далее. Никогда не бывает такого, чтобы вы просто чего-то хотели и не испытывали при этом никаких эмоций или никаких внутренних состояний. Так не бывает. Любое ваше желание так или иначе сопровождается какими-то эмоциями. И в каком-то смысле можно сказать, что именно вы в лице ваших эмоций
и являетесь центром притяжения различных событий в своей жизни. Вот ровно так, как сейчас у меня лежит Таро Метапосланий на столе, в центре фактически этого круга, точно так же в вашей жизни, а под фразой «ваша жизнь» я воспринимаю все события, с которыми вы сталкиваетесь, происходит именно так. Есть вы, как центр, и все ваши события притягиваются от внешнего мира к вам, потому что здесь внутри вас бьется ваше сердце, пульсирует ваша энергия. То есть в каком-то смысле вы – это мощное поле. И вот это поле вы формирует вокруг себя очень сильное гравитационное притяжение. Это притяжение притягивает в вашу жизнь кого-то или что-то. То есть каких-то людей или какие-то события. Ваше поле может органично взаимодействовать с этими событиями. Внутри вас будут происходить какие-то перемены. С этими событиями или с этими людьми будут происходить какие-то перемены. Но бывает и так, что ваше поле притягивает кого-то или что-то просто для того, чтобы его, по сути, уничтожить. Переработать, что-то с этим сделать и уничтожить. То есть в каком-то смысле что-то является для вас пищей, что будет вас питать, а что-то является для вас неким стимулом для дальнейшего развития. Можно назвать это развитие эволюционным, можно назвать это развитие психологическим, можно назвать это развитие, не знаю, каким-то трансперсональным, неважно. То есть в любом случае, пока вы движетесь на пути своей жизни от точки рождения до точки смерти, вы развиваетесь. Не бывает такого, чтобы человек у нас родился одним и умер одним, тем же самым. Да? Так не бывает. То есть всегда происходит какой-то путь и этап. Здесь сделаю отсылку. Если вдруг кто-то захочет немного поразмышлять на философские темы, вспомните старый фильм, старинный, который вышел еще в начале 2000-х годов, «Загадочная жизнь Бенджамина Баттона». Там показывает историю наоборот. Рождается младенец в виде старичка, и к концу своей смерти он приходит уже не стариком, а младенцем новорожденным. Вот все в его жизни умирают, и в конце концов он тоже достигает какого-то определенного этапа. Поэтому в вашей жизни вы, по сути, никогда не идете к каким-то событиям. Вы идете всегда к своему концу. Но все события и все люди идут к вам. И потому что вы влияете на эти события определенным образом за счет того, какие мысли вы испытываете, какие состояния вы испытываете. Я не зря положила метапослание здесь в коробке, потому что тут изображен маг из колоды, который как раз-таки показывает синергию этих полей, в котором как раз и выражена история того, что именно ваше сознание продуцирует реальность в вашей жизни, такой, какой вы ее в конечном итоге видите. Да, вот мы вчера, мне кажется, или вчера, наверное, у нас в канале Telegram было интересное обсуждение на тему субъектности и субъективности восприятия мира. О том, насколько мы все разные, как по-разному мы видим все окружающее вокруг нас. И в этой разнице сокрыт большой глубинный философский смысл, который, по сути, выглядит именно так, как выглядит этот аркан-маг. То есть некий мир, какой-то объект, в котором мы существуем, субъекты. И из каждой части нашего субъективного опыта, наших субъективных впечатлений, наших действий каких-то субъективных мыслей складывается единая картина. И вот есть такие люди, которые в рамках этого мира какого-то конкретного являются просто наблюдателями процессов. А есть люди, которые являются его неотъемлемой частью этого субъекта в том числе мира, как отдельного субъекта, условно, в многообразии вселенных или в какой-то отдельной вселенной. И все это в конечном итоге складывается в то самое коллективное бессознательное. Большинство людей вообще никогда не задумывается о том, что к ним идут именно те события или те люди, которых они хотят. Для многих людей это прозвучит странно, потому что обычно, когда мы слышим такие фразы, сразу возникает масса вопросов. Что если человек заболел тяжелой болезнью? Это значит, что он хотел заболеть?
или если человек там умер неожиданно, он хотел умереть? На этот вопрос я отвечу так. Мы не знаем доподлинно, чего мы хотим, потому что для человека свойственно воспринимать свои хотения и желания сквозь призму своего рационального разума, очень узкого и закрытого, как эта коробочка. Но если мы говорим о бессознательном, которое нам неизвестно, которое мы никогда не исследуем, то оно гораздо шире, чем эта коробочка. Оно всеобъемлющее. Вот примерно такое же всеобъемлющее, как пространство-время, которое мы до сих пор не можем познать. У нас до сих пор существует масса различных гипотез и теорий физики, которые не доказаны, не могут быть проверены. По сути, мы находимся в парадигме «я знаю, что я ничего не знаю». Поэтому здесь любые вопросы могут являться всего лишь приглашениями к рассуждению, к осмыслению. И многие вопросы могут являться всего лишь какими-то допущениями, которые имеет смысл исследовать с какой-то другой точки зрения, а не с той, с которой мы обычно смотрим на жизнь. Поэтому, когда мы говорим про те события, которые к нам приходят, условно все эти события мы можем разделить на 3 части. Вот есть события, которые касаются парадигмы «я хочу». Вот я что-то хочу, и оно ко мне пришло. Есть события, которые касаются парадигмы «я должен». То есть в этих событиях, в этой парадигме зашит какой-то наш трансперсональный глубинный опыт. Пусть это будет духовный опыт. Да, такая привычная фраза, которая всем знакома. А есть еще события, которые называются «я не усвоил». То есть я чему-то не научился. Может быть, я чего-то избежал, может быть, я что-то сделал неправильно. И здесь, вот в этом «я не усвоил», возможно, находятся такие события или такой опыт, какой-то надперсональный, какой-то сверхсознательный опыт, который можно, наверное, назвать простым, хорошо знакомым всем словом, как карма. Да? Я не очень, честно говоря, люблю это слово, потому что, как мне кажется, оно достаточно сильно искажено в современное время, точно так же, как искажено слово и понятие аскеза, о котором мы тоже, кстати, говорили некоторое время назад у нас в телеграм-канале. Поэтому, если вы не там еще, обязательно подпишитесь. Вот эти вот «я хочу», «я должен» и «я не усвоил» являются очень важными вехами в нашей жизни. Потому что когда мы начинаем понимать, чего мы хотим, когда мы начинаем понимать, что мы не усвоили, и когда мы начинаем брать ответственность и осознавать конкретно парадигму «я должен», мы подходим практически вплотную к понятию осознанности. То есть осознанность – это четкое и конкретное понимание любых ситуативных моментов и, самое важное, конкретное понимание того, что происходит внутри вас. Если вы не понимаете, по какой причине вам сегодня грустно, если вы не понимаете, по какой причине у вас не складываются отношения, если вы не понимаете, почему некоторые люди к вам бегут, а некоторые от вас убегают, значит, никакой осознанности на самом деле у вас нет. И было бы неплохо, если бы все люди перестали играть с собой в эти игры дзен под названием дзен, осознанность и так далее. А как раз-таки начали бы учиться этой осознанности и поняли, что осознанность достигается тогда, когда вы начинаете задавать себе вопросы, иногда вопросы неприятные, и находите на эти вопросы ответы, а потом с этими ответами работаете. Но проблема, опять же, в том, что большинство людей не хочется. И вот эта вот история «я хочу» разворачивается вполне логично, как она и должна, только сквозь призму «я хочу ничего не делать». То есть если я хочу ничего не делать, значит, я позволяю этому миру, этим событиям, этой жизни притягивать ко мне ровно то, что вписывается в эту мою парадигму «не хочу». Если я не хочу меняться, значит, я не хочу никаких улучшений в своей жизни на самом деле. Потому что если мы говорим о жизни в целом, то можно наслаждаться своей жизнью такой, какая она есть, и она действительно может быть прекрасной. Но при этом можно быть недовольным собой, но при этом не хотеть меняться.
И в данном случае возникает глубокий внутриличностный конфликт, который серьезным образом влияет на вашу жизнь и не дает вам вот этой полноты ощущений счастья, удовольствия и так далее. Потому что если мы говорим о каких-то будничных человеческих проблемах в виде там, нехватки денег, неудовлетворенности работы или что-то еще, это по сути событийные мелочи. Но вот когда мы говорим о таких вещах, как ощущение счастья, ощущение глубинной удовлетворенности от себя, от своей жизни и многих других вещах, вот это действительно является по-настоящему важным. Но для того, чтобы этих вещей достигнуть, надо понимать, что если вы не будете ничего для этого делать, то просто так сами по себе они не возникнут. Это невозможно. Они могут возникнуть сами по себе только у тех людей, кто изначально с ними рожден. Будем называть их в каком-то смысле уникумами. Такие люди есть, но их очень мало. Это те люди, которые в любом состоянии, в любых жизненных событиях, в череде любых жизненных событий все равно испытывают глубокую удовлетворенность от себя и от своей жизни. Имеется в виду жизнь не столько внешней, сколько внутренней. То есть я собой доволен, я счастлив. Я счастлив, что я есть. Да, у меня есть проблемы, но я счастлив от того, какой я, что со мной происходит, через какой опыт я прохожу, что этот опыт мне дает. Дальше, что еще я сейчас скажу нам в вводной части, прежде чем мы продолжим. Вы всегда должны учитывать, что вы всегда стоите на месте. Вы никогда не двигаетесь. Но жизнь ваша двигается и развивается линейно. Опять же, повторюсь, от точки рождения, когда вы родились, до точки смерти. Вот эта прямая линия, идущая в определенном направлении, двигается. Но вы стоите на месте, у вас всегда присутствует только настоящее. То есть в каком-то смысле можно сказать, что вы как субъект, как человек, ваша жизнь – это некий проектор, через который гонят вот эти слайды. Да, вы смотрите какое-то кино. Вот здесь вы родились, вы находитесь вот здесь, в этой точке. Всегда находитесь в точке старта. И вам показывают какой-то фильм, вы двигаясь по этой точке, как слайды. Вот если я возьму сейчас так колоду и вот так начну ее передвигать. Это всего лишь точки в пространстве вашей жизни, которые двигаются. В каждый раз, который вы помните, всякий раз вообще, когда вы себя помните или осознаете, это какой-то конкретный момент времени. Это ваше настоящее, это ваш сегодняшний слайд. Все, что у вас было до этого, то, что мы воспринимаем прошлым, это не прошлое. Это тоже настоящее, оно тоже существует прямо сегодня и прямо сейчас где-то. То, что будет, то, что мы воспринимаем будущим, это тоже настоящее. Оно тоже существует уже. То есть, по сути, вы смотрите отсюда целую историю своей жизни, которая уже есть. В ней все комплексно. И то, что вы уже перестали переживать, и то, что вы еще не переживали, то, с чем вы еще не сталкивались, все это уже есть. И когда мы работаем с Таро, по сути, или с любыми другими проективными методиками, все, что с нами происходит, это всего лишь попытка увидеть какие-то детали, какие-то сцены и эпизоды этого красивого кинофильма под названием «Ваша жизнь». Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, но если нет, возможно, будет неплохо, если вы посмотрите это видео не один раз, прям нажимая на паузу и попытаясь в своей голове как-то представить это красиво. Так вот, ваше настоящее, оно, по сути, неизменно. Оно зависит от того, как именно вы его видите, как именно вы его воспринимаете. Это как калейдоскоп. Если вам нравится эта картинка, вы смотрите на нее долго. Если она вам не нравится, вы делаете один поворот, и у вас появляется другая картинка. По сути, так устроена жизнь и так устроены Таро предсказания. У нас есть пазлы, стеклышки разноцветные в этой зеркальной трубе под названием «Жизнь», «Поле», да, «Линия вашей жизни». Всякий раз, когда вам что-то не нравится, и вы меняете что-то, внутри себя меняете, в своих мыслях, в своих поступках,
в своих желаниях. Меняется расстановка сил, все меняется. Меняется линейка в каком-то смысле вашего будущего, но именно линейка сцены меняется. Да? Конец фильма не изменен. Конец фильма всегда будет таким, каким он должен быть. Но внутри могут меняться сцены, могут появляться новые персонажи, могут появляться новые локации, могут появляться новые сюжетные развязки и линии. Конец будет всегда один. Вот поэтому, когда я работаю на раскладе 12 домов и на курсах по этому раскладу, я всегда говорю, что в этом раскладе есть вещи под названием вектора. Эти вектора никогда не меняются. Вы можете сделать все, что угодно. Вот те события, которые есть там, они всегда будут ровно такими, какие они есть. И есть внутри сектора, в которых эти листочки, эти стеклышки могут постоянно меняться, и может рождаться какая-то другая реальность. Те люди, которые много лет занимаются изучением Таро, имеется в виду много лет, много, не год, не два, много лет, и ведут какую-то свою базу личную по анализу и статистике, собирают какую-то статистику про свои прогнозы, про детали, про сюжеты, которые там развиваются, то лет за 5 уже начинает накапливаться какой-то приличный объем информации, доступный к анализу, где вы можете отследить какую-то статистику. А что это вообще такое Таро, как оно работает, как работает жизнь человека на самом деле. И, возможно, вы слышали много раз, если не слышали, я вам сейчас расскажу о том, что бытует мнение, что любые прогнозы Таро – это не более чем самопрограммирование. На мой взгляд, мнение дилетантское, потому что мы не можем говорить о самопрограммировании, ибо не доказана природа возникновения сознания. Мы не знаем, откуда берется сознание. Как мы можем утверждать, программирует себя человек или нет? Да, возможно, человек может себя программировать. И невозможно, более того, человек может себя программировать. Да? Существует целое направление, целая история такая в психологии под названием нейролингвистическое программирование, в котором мы с помощью каких-то определенных утверждений можем сделать с собой какие-то интересные штуки. Да? Существует целое большое направление в психологии под названием когнитивная терапия. Когнитивно-поведенческое, если быть точнее, и много разных вещей. Но когда мы говорим о Таро, мы понимаем, что мы работаем с образами. А что такое образы для нас, для человеческого сознания? Образы – это веха мышления, доступная только человеку, причем не просто человеку, а высокоинтеллектуальному человеку. Человеку с очень широким кругозором и с очень развитым ассоциативным и пространственным мышлением. Потому что обычным людям и любым сегодня, на сегодняшний день, любому искусственному интеллекту доступна только линейная или аналитическая модель мышления, когда у нас есть некий объем данных, и мы с этими данными можем делать что угодно. Но когда мы говорим о символьном образе мышления, машина не может работать как символ. Она не может декодировать символы. Если вы воспользуетесь любым искусственным интеллектом и дадите ему задачу дать вам трактовку какого-то расклада, он вам даст трактовку этого расклада применительно к тем значениям стандартным, классическим, но без конкретики и без деталей, и без анализа символов, которые есть в лексиконе обычного человека, имеющего развитое символьное мышление. Именно в этом кроется большая проблема, которая говорит о том, что на каком-то поверхностном уровне получить от искусственного интеллекта ответ на вопрос, а что меня ждет, показав ему какие-то карты, можно. Но получить детальный и глубинный какой-то вот именно анализ того, что на самом деле делает человеческое мышление, нельзя. И в этой связи, как бы многих людей не пугала история, сейчас искусственный интеллект разовьется и захватит мир, ничего он не захватит. Захватят люди, которые будут управлять этим искусственным интеллектом. Но не сам интеллект. Потому что для того, чтобы захватить мир, интеллект должен превзойти в мышлении человека. А он пока сделать этого не может. И я думаю, мое глубинное убеждение, вряд ли это будет возможно. В качестве какого-то охранника для человека вполне может быть интеллект и станет этим охранником. Но опять же, не без участия человека и не без участия каких-то других людей или, может быть, совсем не людей.
которые дадут ему понимание, как именно можно контролировать вот это вот двуногое существо с весьма странными повадками. Так вот, сегодня мы с вами будем смотреть какой-то фрагмент вашего настоящего, которое сейчас для вас является прошлым, но оно настоящее. То есть, предположим, вы находитесь сейчас здесь, а мы будем смотреть какой-то фрагмент, который может быть здесь, или здесь, или здесь, или здесь, или вообще за пределами моего экрана. Я не знаю, какой это будет фрагмент. У нас не будет сегодня никаких вариантов. Вариант будет один. Что это значит? Это значит, что то, что я вам буду озвучивать сегодня с экрана, у каждого из вас будет откликаться как-то по-своему. Но при этом у каждого и из картинок каждого человека, который посмотрит, может быть, что-то напишет в комментариях к этому видео, родятся какие-то, может быть, объемные, интересные совместные истории. Поэтому сегодня у нас будет такой эксперимент. И прежде чем мы начнем, прежде чем мы приступим, я повторю, что вам нужно выключить любые уведомления в своем телефоне. Попросить близких, чтобы вас никто не беспокоил, пока вы не освободитесь. Как-то уединиться от своих домашних животных, если они у вас есть. Ну или как-то договориться с вами, чтобы они тоже вас не дергали. Найти для себя какое-то уютное, укромное местечко. Удобно сесть или удобно лечь. Или как-то принять какую-то позу, какая для вас является комфортной. Свернуться в калачик, позу эмбриона так называемую, полусидя, полулежа. В общем, сделайте для себя что-то такое, что вам нравится. Пока вы будете сейчас усаживаться поудобнее, я возьму некоторую паузу и дам вам возможность это сделать. А дальше мы будем полностью идти по звукам моего голоса. Я буду трактовать только образы, а вы будете либо наблюдать за этими образами, либо внутри вас будут рождаться какие-то ваши образы, ваши ощущения. И вы будете опираться на них, но при этом откликаться на те вопросы и на те образы, которые буду озвучивать вам я.
Итак, ребята, я готова. Надеюсь, что и вы тоже. Займите, пожалуйста, удобное положение. Закройте глаза. И сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Ваша задача почувствовать, как вы начинаете расслабляться. Все, что вам нужно делать, это просто слушать биение своего сердца, слушать свое дыхание. Представьте, что вы находитесь в каком-то безопасном и спокойном для вас месте. Это может быть что угодно. Это может быть лесная поляна. Это может быть пляж. Это может быть какой-то уютный уголок вашего дома или какого-то другого дома, в котором вы находитесь. С каждым вдохом и выдохом, с каждым ударом вашего сердца вы чувствуете, как это пространство полностью обволакивает вас. Представьте, что перед вами появляется лестница. Это лестница времени. И она ведет вас куда-то назад, в какой-то конкретный момент вашего настоящего, которое вы сейчас считаете прошлым. Начните медленно спускаться по этой лестнице. Вы можете придерживаться за перила, может быть, держаться двумя руками за стены, которые вас окружают. Считайте свои шаги от 10 до 1 в обратном порядке. С каждым шагом вниз вы погружаетесь все глубже и глубже в состояние расслабления и спокойствия. 10, 9, 8. Вы чувствуете, как все напряжение уходит. 7, 6, 5. Ваше тело и разум становятся все более расслабленными. Никакие внешние шумы не беспокоят ваше «я». Они отдаляются от вас все дальше и дальше, превращаются в туман и постепенно растворяются. 4, 3, 2, 1. Вы полностью расслаблены и готовы отправиться в свое путешествие в конкретный момент своего настоящего, которое вы считаете прошлым. Прямо сейчас перед вами появляется старинная деревянная дверь. Эта дверь ведет вас к воспоминаниям из вашего настоящего, которое сейчас стало прошлым. Идите к этой двери. Откройте ее. Сделайте шаг через порог и почувствуйте, как физически вы переноситесь в другое время и место. Позвольте себе погрузиться в это новое пространство, замечая все детали вокруг себя. Где вы находитесь? Прямо сейчас вы находитесь в таком месте, в котором вы чувствуете себя единой частью окружающей среды.
Именно вы центр этого сюжета, и вы центр этого пространства. Все в этом мире работает точно так, как хотите вы. Что вы видите вокруг себя? Кто-то из вас может увидеть батут, кто-то из вас может увидеть ребенка, а кто-то из вас может увидеть вокруг себя безграничную свободу, в которой вы можете творить все, что вам вздумается. Если рядом с вами люди, для многих из вас эта картинка должна принести ощущение близких вам людей, членов вашей семьи, одни из которых уже не с вами, а одни из которых до сих пор находятся рядом с вами. Кто-то из вас увидит себя маленьким. Как выглядят эти люди? Для многих из вас внешний вид этих людей будет неопознан. Вы не будете видеть деталей. Вы будете видеть и ощущать только энергию и какой-то смутный образ. Что вы делаете в этом месте? В этом месте для вас произошло какое-то очень значимое жизненное событие. Это событие было очень долгожданным и ознаменовало какую-то серьезную веху в вашей жизни, которая полностью изменила ваше будущее. Как вы чувствуете себя в этом месте? Многие из вас будут преисполнены гордости, ощущения глубочайшего удовлетворения от себя. Кто-то из вас почувствует внимание, удовлетворение от ощущения собственной значимости и важности для других людей, которые любят вас, ценят вас и не перестают вами восхищаться. И есть ли какие-то важные события или действия, которые происходят прямо сейчас? В этом месте, где вы сейчас находитесь, нет никаких значимых действий и событий внешнего характера. Все события, важные и значимые для вас, происходят только внутри вашего «Я». Несмотря на то, что в этот момент вашего настоящего в вашей жизни случилось какое-то значительное событие, связанное с переходом на другой уровень вашей жизни, вы испытываете внутреннее давление и страх от ощущения того, что сами того не желая, могли попасть в какие-то обстоятельства, которых всеми силами стремитесь избежать. Какие мысли приходят вам в голову в этот момент? Я должен туда поехать. И я жду сигнала
Я готов. Есть ли у вас какие-то физические ощущения в теле? Я чувствую себя абсолютно расслабленным. Что для вас является важным или очень значимым в этом моменте, в котором вы пребываете прямо сейчас? Ощущение полноты жизни, ощущение рассвета, ощущение расцвета, глубочайшее чувство привязанности к месту, в котором вы находитесь. Это место вашей силы. И есть ли что-то такое в этом месте, что привлекает ваше внимание больше всего? Нет никаких объектов отдельных или субъектов отдельных, которые бы привлекали ваше внимание. Либо вы прямо сейчас находитесь в водовороте каких-то событий, либо ваше внимание привлекает вся картинка целиком. Почему это место или событие является для вас гиперважным? Потому что это место или событие, несмотря на всю его привлекательность для вас, стало для вас переломным моментом, после которого ваша жизнь разделилась на «до» и «после». Вы пережили какие-то внутренние потрясения, изменившие вас до неузнаваемости. Какой урок вы должны вынести из этого опыта прямо сейчас? Всегда верь в свое будущее. Всегда верь в себя. Всегда иди туда, где тебе на самом деле хочется оказаться. Как это связано с вашей текущей жизненной ситуацией прямо сейчас? Это событие послужило для вас стартовым толчком для осознанного выбора перемен в вашей жизни. Любые кризисные ситуации, с которыми вы сейчас столкнулись, являются всего лишь необходимым атрибутом на этом пути. Все ваши переживания, все ваши неудачи, ваши страхи скоро закончатся. В этом путешествии по волнам жизни вы идете не один. В этом путешествии вас сопровождают два важных для вас человека. Один из этих людей тот, кто проживает те же самые моменты, что и вы сейчас. А другой – это тот, кто является путеводителем по пространству вашей Вселенной. Есть ли в вашем настоящем что-то такое, что вам необходимо понять более глубже или осознать прямо сейчас? Важное осознание касается встречи. Важное осознание касается любви.
В этом событии сокрыт важный урок о том, какой именно для вас может быть любовь. Не именно любовь в формате отношений между мужчиной и женщиной, а вообще любовь как внимание, которое вам дарят какие-то разные люди или какой-то конкретный человек. Важное осознание для женщин в том, что только тогда, когда вы заняты собой и любите себя и свою жизнь, у вас появляется мужчина, который отдает вам всего себя. Для мужчин это осознание заключается в том, что чем больше самых прекрасных эмоций, состояний и чувств ты отдаешь только одной выбранной тобой женщине, тем более благостней стает твоя жизнь, потому что ради обретения этой любви тебе нужно отказаться от своей жизни. Я вижу в этом огромный философский смысл. Именно мужчина способен приносить ради любви огромные колоссальные жертвы, потому что роль любого мужчины в ангеле-хранителе женщины. Есть ли в этом пространстве, где вы сейчас оказались, что-то такое, что вам нужно здесь сделать или завершить? Нет. В этом пространстве вы сделали все, что могли. Оно давно для вас закончено. Все, что вы можете, это всего лишь вспомнить и вернуться к какому-то моменту, который связан с уходом, отъездом, переходом, принятием какого-то предложения, какой-то помощью, ощущением открытости мира и открытия новых дорог перед вами. Вы слишком сильно загружены для того, чтобы упростить свою жизнь и сделать ее немножко легче. Перестаньте искать сложные способы для реализации своих желаний. В вашей жизни есть самые простые решения, к которым вы можете прибегать для получения желаемого. Прежде чем мы вернемся обратно, поблагодарите это место и все, что вы здесь увидели и узнали. Услышьте последнюю рекомендацию из этой точки. Отдохни и постарайся расслабиться. Ты в безопасности. Тебе ничего не угрожает. Рядом с тобой есть тот, с кем тебе всегда будет хорошо.
сделайте шаг назад через дверь и закройте ее за собой. Начните подниматься по лестнице обратно к выходу, из которого вы вышли вниз. С каждым вашим шагом вы будете чувствовать, как энергия, бодрость, вера в себя возвращаются к вашему телу. Мы будем считать свои шаги от 1 до 10, прежде чем вернемся. 1, 2, 3. Вы ощущаете, как ваше тело возвращается в текущую реальность. 4, 5, 6. Ваш разум становится более осознанным. 7, 8, 9, 10. Вы полностью вернулись в текущую реальность. Сделайте глубокий вдох и выдох. Потянитесь, разомните спину, потяните мышцы. Открывайте глаза, как только будете готовы. Постарайтесь сохранить в себе это ощущение бодрости, наполненности новой энергией и ясным пониманием того, что в вашей жизни все хорошо. Вы в безопасности. Вам ничего не угрожает. Вот таким у нас сегодня получился маленький, короткий сеанс трансгрессии. Конечно же, в таком видеоформате, в виде общего сеанса, сложно увидеть какие-то детали, потому что мы не можем вести с вами прямой диалог. Я не слышу ваших реплик, я не могу задавать вам вопросы, я не могу вести вас по этому пути, туда, куда вам действительно нужно прийти. Поэтому, если вы хотите уделить внимание своему маленькому путешествию, пишите в контакты в описании к этому видео. И мы встретимся с вами на вашей личной лестнице и прогуляемся туда, куда вас поведет ваш разум. На этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал, возвращайтесь к нам снова. Делитесь этим видео с тем, кому оно тоже может быть полезно. А с вами была Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Берегите себя. Пока-пока и до новых встреч.